Приветствую на канале МАФ. О виртуальных мирах уже давно размышляют кинематографисты и писатели-фантасты. Вспомните фильм «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга или роман Нила Стивенсона, который лег в его основу «Лавина». Технологические предпосылки существовали давно. VR-гарнитуры, тактильные костюмы, системы отслеживания глаз. Не хватало лишь метавселенной. Место, в котором будут объединены все эти изобретения. И проект Somnium Space как раз решает эту проблему. В видео расскажем, что это за метавселенная и чем она отличается от социальных сетей, игр и торговых площадок. Также вы узнаете, чем можно заняться в ней уже сейчас. А перед началом подписывайтесь и ставьте лайк под этим видео. Так вы поддержите развитие нашего канала. Приятного просмотра! Для начала посмотрим со стороны. Мир Somnium Space представляет собой небольшой город у озера. Вдоль берега расположены музеи, игровые зоны, парки и многое другое. Погрузиться в метавселенную можно с помощью VR-гарнитуры. Также доступен веб-режим, чтобы посещать места прямо в браузере. Но Somnium Space больше напоминает продвинутую версию интернета, а не игру со свободным миром вроде GTA Online. Здесь нет сюжета и каких-либо единых правил. Любые пользователи могут приобретать виртуальную землю и строить все, что захотят. Это похоже на то, как люди покупают адреса в интернете и создают сайты. То есть Somnium это как трехмерная версия интернет-корпораций вроде Google или Amazon, в которых совмещены огромные экосистемы из разных продуктов. Но главное, что отличает метавселенную от всего остального, это уникальная экономика, построенная на блокчейне. Давайте поговорим о ней подробнее. Благодаря блокчейну экономика Somnium Space построена децентрализованно. Пользователи полностью владеют своими цифровыми активами, то есть могут их использовать и обменивать даже в других приложениях. А удалить или изменить территорию Земли, которую уже кто-то купил, не смогут даже сами разработчики. Опишем основные составляющие экономики Somnium Space. Ethereum – это второй по размеру блокчейн в мире, который также служит фундаментом для экономики метавселенной. С помощью него компании могут создавать и продавать цифровые товары в виде NFT, невзаимозаменяемых токенов. Это эффективнее и безопаснее, чем вести бизнес через интернет-посредника. Cube – это токены ERC-20 на блокчейне Ethereum, который является внутриигровой валютой в Somnium Space. Ими пользователи расплачиваются друг с другом. Например, Cube могут пригодиться, чтобы купить билет на виртуальный концерт. Marketplace. Пользователи Somnium Space могут свободно торговать созданными предметами в любом NFT-маркетплейсе, например OpenSea. Он и станет центральным элементом экономики. Каждый сможет монетизировать свой труд, будь то арт, музыка или программный код. Все работы хранятся на серверах, а цифровая информация о них и подтверждение права собственности в блокчейне Ethereum. Одним словом, пользователи Somnium Space могут обмениваться любыми товарами и услугами без посредников. Кроме децентрализованной экономики, метавселенную Somnium Space отличает от других виртуальных миров высокий уровень погружения. Такие игры, как World of Warcraft и GTA Online, всегда существовали лишь на экранах компьютеров. Отвлечься от реальных предметов и посторонних шумов с их помощью невозможно. Поэтому и метавселенной их назвать нельзя. Сам термин метавселенная впервые появился в романе Нила Стивенсона «Лавина» 1992 года. Так называлась фотореалистичная виртуальная реальность, в которой персонажи могли общаться друг с другом. Спустя 30 лет стало доступным VR-оборудование, о котором фантасты прошлых десятилетий могли только мечтать. Воплощение метавселенной стало технически возможным. Somnium Space доступен для всех основных гарнитур виртуальной реальности, подключаемых к ПК: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality и других. В них встроенный дисплей, на который выводится отдельное изображение для левого и правого глаза. В зависимости от производителя гарнитуры оснащены разными контроллерами и датчиками. VR-гарнитуры все еще мало распространены, поэтому в Somnium Space есть веб-режим. Войти в метавселенную можно прямо в браузере и без регистрации в режиме гостя. Строится метавселенная Somnium Space самими жителями. Для этого они используют специальные программы Builder и Unity SDK. С помощью первой можно создавать физические объекты, например дома или предметы декора, а Unity SDK позволяет загружать собственные аватары и анимацию. Эти инструменты подходят для продвинутых пользователей, так как требуют навыки 3D-моделирования, поэтому компании, которые осваивают метавселенной, чаще обращаются к дизайнерам виртуальной реальности. Например, подобные услуги предлагает агентство MAF Metaverse. Так что, когда вы захотите перенести свой бизнес в метавселенную, наши специалисты могут в этом помочь. Ссылка в описании. Но вернемся к виртуальной реальности. VR-гарнитуры не предел глубины погружения в Somnium Space. Программный код метавселенной поддерживает отслеживание пальцев, губ,
глаз, а также передачу запахов, ветра и даже прикосновений. Но все эти возможности появятся лишь в будущем, так как оборудование для подобных технологий пока не вышло в серийное производство. В метавселенной Somnium Space большую роль играет социальное взаимодействие. Чтобы стимулировать пользователей к здоровой коммуникации, была разработана система кармы. Она отражает социальный статус жителей метавселенной. Уровень кармы рассчитывается как комбинация нескольких факторов. Например, оценки других пользователей. Респектабельные игроки с более высоким уровнем кармы повлияют на вашу карму, если решат поставить вам оценку. Еще важна вовлеченность в мир Somnium Space. Карму увеличивает ваше время в метавселенной, количество участков во владении и сделки с другими пользователями. И есть еще много других факторов. Организация мероприятий, участие в них и прочие социальные активности положительно сказываются на карме. В будущих обновлениях разработчики Somnium Space планируют добавить пользователям возможность получать токены Cube в зависимости от их уровня кармы. Например, зарабатывать могут жители, которые предоставляют услуги гидов или инструкторов по метавселенной. Сейчас, если вы решите погрузиться в метавселенную Somnium Space, может быть скучно. Все-таки VR-гарнитуры пока не сильно распространены. Лучше выбрать время и прийти на какое-нибудь мероприятие. Например, каждое воскресенье в Somnium Space проходят танцевальные вечеринки. Это одно из самых популярных регулярных мероприятий в метавселенной. Пользователи слушают музыкальный сет приглашенного диджея, танцуют и знакомятся друг с другом. Также в Somnium Space часто проходят лайв-выступления артистов. Большинство из них бывают бесплатными и покупать билеты не нужно. Так, начинающие музыканты и комики получают возможность найти свою аудиторию благодаря метавселенной. Помимо концертов, в Somnium Space также проходят бесплатные митапы и обучающие курсы по 3D дизайну. Они подойдут тем, кто знает английский язык. Информацию о ближайших мероприятиях можно найти на сайте Somnium Space, либо в официальном твиттере. Но не обязательно пользоваться тем, что уже есть. Somnium Space — это настоящая метавселенная, поэтому здесь можно создавать самому что-то полезное для других. Вот краткий список возможностей, которые каждый может реализовать. Разработчики могут продавать токенизированные цифровые предметы и аватары. Компании создавать свои магазины внутри Somnium Space. Гейм-дизайнеры размещать короткие демо-версии. Университеты создавать курсы, мероприятия и иммерсивные музеи. Архитекторы могут построить здание и загрузить это через Unity SDK. Художники демонстрировать свои произведения от скульптур до 2D и 3D картин. А коллекционеры NFT могут создавать выставки, чтобы представлять свои коллекции другим. И этот список бесконечен. Если у вас тоже есть интересная идея, не забудьте рассказать о ней в комментариях. А пока подведем итог. Somnium Space — это метавселенная, построенная на блокчейне. Пользователи в виртуальной реальности могут покупать землю и создавать на ней все, что пожелают. Например, торговые центры, игры, парки и многое другое. Чтобы в нее погрузиться, понадобится VR-гарнитура, но даже без нее можно посещать интересные места с помощью браузерной версии. Например, танцевальные вечеринки и концерты молодых исполнителей. Кстати, у нас есть телеграм-канал, в котором мы пишем об актуальных событиях из метавселенной и технологиях будущего. Подпишитесь на него тоже, чтобы быть в курсе. Ссылка в описании. А на этом пока все. До скорого!